Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня у нас ресторанчик на обзоре совсем недалеко от Лотте-Марта. На углу очень проходимое местечко, здесь прям огромное количество байков. Меня порадовало то, что здесь есть, во-первых, аквариумы, а в них присутствует, например, морской виноград, который прям в морской воде же у них и, ну, не то что произрастает, но есть. Тем не менее, у них есть еще и интересные позиции в самом меню. А что самое главное? Это низкие цены. За этим мы сюда и приехали. Давайте посмотрим. Первое блюдо мы уже заказали. Это у нас будет запеченный рис с рыбой коби. А я тем временем подгрызаю арахис вареный, который здесь вот на столе подают. Но не забывайте, господа, что это не бесплатно, а в районе 20 тысяч донгов стоит вот эта вот мисочка арахиса. Но я уже прилично подъел, но тем не менее. Так же, как и салфетки. А они по 2-5 донгов за одну штучку. Этот рис, где он здесь у нас? Вот он, запеченный с рыбой коби. Это не жареный рис в нашем обычном представлении. Я вообще не помню, чтобы где-то мы такое встречали. Как я себе понимаю, это немножко другое блюдо. А стоит он при этом 140 тысяч. Это один из самых дорогих рисов с чем-то, которые мы здесь пробовали. Так что уже с чего-то необычного и начнем. Дождемся одного из самых дорогих рисов. Вот такая интересная котлетина. Ага. Вот они что имеют в виду. Угу. То есть, вот прям все переваливать или как? Потому что это вот снаружи у тебя, ну просто запеченный рис называется. Все изнутри вынули, а у тебя получается, ну как рисовая бумажка такая. Я понимаю, нужно делать это примерно вот таким вот образом. Взял вот такую штучку и ту самую рыбку кобию положил. Так, ладно, с остротой я чуть попозже поизгаляюсь. Давайте посмотрим вообще, что здесь у нас с рыбой происходит. А ее, я должен сказать, немало. Да, рыба кобия в приличном количестве. Ну да. Косточек я тоже не вижу. Ну, давай я пару семечек все-таки там как-нибудь выковырю. И вот так вот немножко соусом. Вот оно. Попробуем. Потрясающе убитая рыба коби. А по поводу запеченного резца, да, здорово. Это приятная корочка. Хрустящая, классная. Можно макнуть вот в этот соус. Это вкусно. Соус мощнейший. Навороченный и крутой. Зачем там рыба коби, я не понимаю. Но вы же знаете уже, наверное, кто давно на моем канале, что рыбой коби я здесь восхищаюсь. Она приятная, она классная, она нежная, она жирная. У нее свой собственный вкус имеется. И даже если она была заморожена, ребята, понятно, что из нее ты там из замороженной какого-то высочайшего кулинарного искусства не добьешься, но убивать ее таким образом, я не знаю. На мой взгляд, ну как сказать, рыбка вкусная. Она нежная, она осталась жирненькой. В ней даже небольшой прикол все-таки самостоятельный остался, да. Как они ни старались, у них чуть-чуть самой рыбы коби прикол остался. Ну, знаете, возьмите осетрину, возьмите семгу, возьмите настолько вот хорошей благородной рыбы и залейте это мощнейшим соусом. Зачем это сделано? На мой взгляд, непонятно. В данном случае я скажу так,
чуть-чуть понежнее соус или вообще подайте его отдельно. И вот с этим вот рисом, потому что это действительно отличная штука. Мне нравится, да. Вот такая вот корочка, вы же видите, как это приготовлено, а это специально сделано. На мой взгляд, да, это вполне. Так, ну 2-то уж кусочка перебор. А вот так вот, с рыбкой и со остротой. Да, я начинаю немножко понимать прикол этого. Огромное количество риса брать не надо. Вот именно малюсенькую такую лодочку сделал, чтобы в основном у тебя все-таки рыбка была. Острота здесь не запредельная. Короче говоря, стоит ли это блюдо своих денег? Да, стоит, потому что рыбы много. Если бы здесь было 2-3 кусочка, я такой, ну, ребят, маловато. Интересно? Да, интересно. Смог ли я бы как-то это на наш вкус переобразить это и сделать бы для нашего человека повкуснее? Согласен тоже. Ладно, растекаться я могу очень долго. Вы поняли, самое главное. Это вкусно, это необычно, на мой взгляд, интересно, поэтому попробовать стоит. Это самое главное. Это новое блюдо для меня. Роман, налетай тоже пробуй. Ну, молодцы. Другими словами, молодцы. Не без изъянов. Роман сейчас скажет свое мнение, а я должен отметить все-таки еще такой момент. Зачем-то к благородной рыбе, помимо того, что очень мощный соус, свиные шкварки. Ребят, это местный колорит. Смиритесь с этим. Я не завидую людям, которые религиозные, например, да, и они приехали, рыбку можно съесть, все здорово. И, черт возьми, свиные шкварки. Во-первых, этого, кстати, не написано нигде. На мой взгляд, это все-таки, ну, некоторое упущение, да, человек вот не может съесть, хотя он заказал рыбу. Ну, ладно, это отдельная тема. Роман, по вкусу, по поводу того, как это подано, на мой взгляд, ну, ладно, давай. Ну, вот эта лепешка рисовая, это прикольная тема, она мне очень понравилась, хрустященькая. Но с соусом и вообще вот с силой соли, насколько там все соленое, это, конечно, сильный перебор, потому что даже пресный рис не спасает от этого соуса. И ты ешь и просто, ну, сразу хочешь запить это, потому это что правда. Сильный перебор, вот именно по количеству соли и по мощности соуса. Сама же рыба. Ну и рыба из-за этого тоже, как бы, ее уже есть не так сильно хочется, как... Ну, то есть ее бы так отложить, чтобы она стекла вся, знаешь, или там промыть, прополоскать где-то, и тогда нормально. На мой взгляд, действительно, небольшой перебор со вкусом. Это бы здорово подошло к какой-нибудь, ну, обычной рыбешке, которая, ну, знаете, подешевле. Вот к ней бы здорово и классно подошло. Ладно, долго распинаемся. На мой взгляд, блюдо имеет право на жизнь, но вот с этими вот местными колоритными допущениями. Поехали далее. А теперь у нас, господа, тот самый салат, который до сих пор в единственном экземпляре мы пробовали только на острове Фукуй. Это микроселедочки, и должен быть ровно тот самый еще и маринад, потому что здесь мы пытались заказать ровно тот самый салат. Но он был с анчоусами, с жареной какой-то рыбкой, там еще чем-то. А здесь, что очень важно, свежая, замаринованная, вот только сейчас посыпанная какими-то специями селедочка в малюсеньком вот таком вот исполнении. И, на мой взгляд, это должно быть реально круто. Я для начала, с вашего позволения, просто селедочку. Нежненько. Приятно. С хребтинкой, со всеми делами съедается без вопросов. Очень мягко. Замаринованная. Кайф. Роман, давай перемешаем крупным планом и посмотрим, сколько селедки, сколько всего остального. Мне уже это нравится, потому что, ну, мы второй раз только это встречаем блюдо здесь. Давайте развалим эту башню. О, вот. Вот примерно на это я и рассчитывал, когда я хочу салат с рыбками селедки. Я хочу видеть там рыбки-селедки. Да, их тут немало. Это классно. Это здорово. Снизу подмаринованный лучок. Опять же еще рыбки-селедки. Да, слушайте, здесь все хорошо. Рыбешек много, кайфово. Давайте этот салат вот так перемешаем. И они подразумевают, конечно же, его заворачивать в спрингроллы.
Может быть, в данном случае я с ними где-то даже и соглашусь. Потому что обычно я все-таки с ними не согласен. А тут, наверное, да. Сделаем спрингрольчик. Давайте вот так несколько селедочек. Иди сюда. О, богато селедок получилось. Слушай, тут попытаться бы ухватить овощи уже без селедок, а то я уж хочу отдельно вот так вот с лучком. Значит, хорошо. Теперь к следующей части. Роман, здесь у нас огурчик, петрушечка, да, и мята, и зеленый манго. Вот так. Вот оно плотненько. И специальные соусы, конечно же. Я еще арахиса внутрь немножко вот загоню вот так. И давайте куснем. Но селедочка пропала. В том смысле, что здесь уже за таким огромным количеством всего остального, арахисом в соусе, сладостью соуса, луком, маринадом, свежим огурцом и прочего, она теряется. В целом же, съев вот этот спрингролл, я могу сказать следующее. Вкусно? Да. Необычно? Очень даже да. Отдельно селедочки с лучком мне хочется больше немножко, нежели вот этого спрингролла с мятой, огурцом и прочим. Хотя и это тоже классно. Но в данном случае я просто не буду спорить о вкусах. Ну, люблю я вот замаринованный лучок, свежую рыбку и вот таким образом вот это все съесть. Кто со мной солидарен, пожалуйста, пишите в комментах. А кому спрингроллы, тоже пишите. Самое классное, что здесь нет никаких костей. Тебе не надо ни в чем ковыряться. Все эти рыбешки съедаются ровненько, нормально. Единственное, что я скажу, что на том самом острове Фукуй, где мы пробовали этот салат, там рыбка была более свежим ароматом обладала. Я имею в виду, что она не настолько, видимо, замороженная была, потому что здесь они, очевидно, ее размораживали. И вот этого вот селедочного мощного вкуса в ней не так много, как это было там. Но имеет право на жизнь? Да, вполне. Так что это здорово и хорошо. А учитывая цену в 100 тысяч и необычность этого блюда, я считаю, must have для туриста. По-любому. Вот в этом ресторанчике, считай, не хотите ехать на остров, вот здесь вот можно это попробовать. Роман, налетай и выбирай, как ты хочешь, так, сяк, крутить, вертеть, без всего. Давай, пробуй. Люди ждут твоего мнения. Соусов у нас, кстати, несколько здесь. Это вот этот сгущеночный острый, а этот я бы назвал его кисло-сладким с арахисом. Тоже очень, кстати, вкусно. Мы переместились немножко, потому что у нас прибавилось народу. И, как обычно, я пожую чего-нибудь, в данном случае селедку, а Роман скажет свое мнение. Слушай, ну вот салат у них офигенный. Один в один, как на острове мы пробовали, один в один, как у меня дома его часто готовят. Я этот салат очень люблю. И вот сейчас попробовал первый раз его в виде спрингролла. Но все-таки в виде просто салата, как это изначально задумано, это намного круче, потому что в спрингролле его основные вкусы теряются. А вкус у него отличный, поэтому и терять его не стоит. Ну да, да. Я единственное, что, может быть, скажу, что селедка слишком перемаринована и, ну, вот такая свежесть морская, селедочная, вы понимаете, о чем я, скорее всего, она немножко теряется. А в остальном, да, это огонь и классно. Так что этот салат мимо ни в коем случае не проходите. Здесь вот будет скриншот из меню, как это называется, чтобы вы это не пропустили. Ну а мы едем далее. А вот это, господа, может быть одна из самых необычных вещей. Кому-то обычная, конечно же. Но, на мой взгляд, насколько я успел узнать, для нашего человека это необычная вещь, а именно морской виноград. Здесь в каждой сушильне его сейчас подают тебе, как, знаете, как у нас васаби.
А здесь, вот, пожалуйста, я заказал отдельно плошечку. Сколько стоит, не знаю, но что интересно, я никогда не встречал, чтобы этот морской виноград у них лежал бы и напитывался морской, собственно, водой. Это классно, здорово, потому что у нас здесь продаются вот такие коробочки, и оттуда ты вынимаешь, он слегка усохший, но влажный внутри, там, да, с жидкостью. И тебе для того, чтобы его приготовить для подачи, необходимо вывалить плошечку с подсоленной же водой, и через 5 минут он напитывается, и он становится готовым. Классная, потрясающая штука, можно есть, собственно, сразу вот так. Он солененький. Он хрустящий. Это как микроикринки взрываются. И вкус водорослей. Если вам в принципе нравится вкус водорослей, такой вот травы морской, то это вам зайдет однозначно. А здесь, что интересно, к ним еще подается и вот такой вот соус. Давайте макнем, вместе с ним попробуем. А это ровно тот самый соус, который в сушах тоже подают. Рома его возненавидит, потому что это с кунжутным маслом. Роман, обязательно тоже попробуй. На мой взгляд, вот единственно подходящий соус, это, да, с кунжутным маслом для этих водорослей. Классно сочетаются. Вы знаете, мне сушей захотелось сразу. Серьезно, это тот самый вкус, который обычно у тебя идет просто небольшим дополнением, когда ты пришел в сушильню. Здесь это классно, здорово. На мой взгляд, молодцы, что они это делают. Да, это как отдельная закусочка. Здорово. Роман, тоже быстренько пробуй. У тебя вот второй соус тоже есть. И поедем далее. Видя выражение лица, когда Роман это пробовал, я могу сказать такое: Роман не любитель тонких материй. Ну ладно, тем не менее. Я морской виноград часто покупаю в коробках, вот про который ты только что рассказал. Ну там более насыщенный вкус, да. Да, он там мощнее намного, чем вот этот, но все равно приятная хрустяшка. А соус, да, вот в этих коробках тоже кладут этот же соус кунжутный. Я вообще его никогда его не пробовал. Да. Но в целом имеет право на жизнь? Конечно. Да, на мой взгляд, это отличная, замечательная штука. А самое главное, еще и детишкам тоже очень нравится. У меня племянник, сын моего брата, он частенько просит: дядь Кость, пришли мне, пожалуйста, морского виноградику. Что я с удовольствием и делаю. Так что да, это вкусно. И, как всегда, заказали мы блюдо, и они хотят, чтобы мы жарили это все на спреде. Нет, ребята, нет, нет и нет. Это в утиль. И мы, конечно же, попросили нормального, обычного растительного маслица. Лемонграссом размазываем. Ладно, эти капелюшки спреда нам не помешают. Вот так. Давайте приступать. И давайте выкладывать говядинку. Ну и что же, у нас теперь шикарное, на мой взгляд, блюдо, потому что, во-первых, отличная сковородка, к которой ничего не пригорает. На ней только чеснок вот этот вот, который к мясу подан, слегка, может быть, подгорает. Есть у нас еще и бамия, и само мясо. Я хорош. Помимо того, что бамия очень вкусная, ну да, чеснок чуть-чуть подгорел, но от него ты, как видели, здесь никуда не денешься. А вот с мясом все в порядке.
Это китайские 5 специй с большим количеством чеснока. Единственная моя ошибка – это то, что после жарения мяса я не попросил либо новую сковородку, либо не очистить то, что есть. Бамию обжаривать пришлось уже, значит, на вот этом вот слегка подгоревшем чесноке. Это единственная ошибка, а в остальном это классное блюдо, вкусное. Мясо мягкое, говядина вкусная, хорошая. Давно мы уже не делали что-то вот таким образом, и чтобы мясо при этом подавалось в хорошем качестве. Периодически просто нужно брать бразды правления в свои руки и либо быстренько салфеткой вот так вот что-то смахивать, либо просить заменить сковородку. Давно мы этого не делали, чуть-чуть теряется навык, поэтому вот помните об этом. Роман, твое мнение? Мне показалось, что слегка пересолено. Ну, сами вот 5 специй, и вкус Мясо. отличный, да, но соли слишком много. И, ну, говядина такая, конечно, потренировать челюсти приходится. Почему? У меня жесткая. Возьми еще. У меня вот 2 куска я съел, у меня прям все хорошо. Может, ты уже стрекундель просто, а нет? А у тебя мягкая. Так ты из этой же миски брал. Не знаю. Возьми еще. А может, потому что у тебя она снизу лежала и прогрелась еще посильнее? Я не знаю. Возьми еще. Ну да, это мягче. Ну, видимо, кусочки кусочку рознь. В данном случае, видите, вот сейчас Роману попались мягкие кусочки, а вот у меня 4 штуки и все нормальные. А стоит это 150 тысяч. Так что, на мой взгляд, да, захотелось говядинки с хорошими овощами, самому чуть-чуть приготовить. Да, здорово, почему нет? Меня интересуют те люди, которые говорят, зачастую комментарии оставляют: я пришел в ресторан, и я что, еще должен сам готовить? Ну, ребят, но если вам нравится самим готовить, то ты даже получаешь удовольствие некоторое, потому что, на мой взгляд, если кто-то приготовил тебе, и ты чем-то недоволен, ты такой: в этом ресторане плохо готовят. А здесь ты сам налажал, как я с бамией, например. Нужно было почистить перед тем, как ее обжаривать. А то, что на ней теперь этот самый сгоревший чеснок, моя собственная вина. Роман, по поводу бамии, кстати, ты ничего не сказал. Ну, бамия, как бы, я не знаю, что про нее. Не знаю, А что сгоревший чеснок нет тебе, пофигу? Да пофигу, да. Да пофигу, нормально. Хоть кто-то меня не захейтил, когда я что-то приготовил. Ну и здорово, ну и хорошо. Ну и под финалочку, господа, у нас ракухи, но, опять же, это ракушка, ну, что-то типа какигая. Да, наверное, может быть, она и есть, не знаю, хотя здесь чуть-чуть по-другому выглядит. Короче говоря, ракушка-то ракушкой, а приготовлено это крайне необычно. Это загущено каким-то агар-агаром. Вы видите, это такая тягучая штука. Здесь такая желеха. Это, ребят, вкусно. Море не потеряли, это самое главное. Соли даже добавили. Вот этот вот маринад текучий, который внутри, на мой взгляд, он имеет право на жизнь. Другое дело, что по виду это как клейстер, и, может быть, не каждому зайдет. Но то, что это должно попробовать, на мой взгляд, да, согласен. Лучок есть, тягучесть имеется. Это из необычного. Ну, вот серьезно, просто такие... О, видите, да? Как это все выглядит? И главное, вкусно. Я такого не пробовал никогда. Прикол в этом есть? Да, есть. Интересно, вкусно? Да. Если у кого-то есть противопоказания к, опять же, соплевидности этого блюда, ну и окей. Да, мне понравилось. Как закусочка. Полноценное блюдо, очень соленое. Если вот прям так есть, слишком соленое, на мой взгляд. Я вот лучок
кусочек попробую. Склизявый. Борзоту потерял. Слегка припущенный. И он сладкий. Все как надо. Ром, у меня претензий. Помимо, может быть, консистенции вот этой вот. Это вкусно. Это необычный вкусно. Я первый раз такое встречаю. Да, мне тоже понравился вкус ракушек, и море чувствуется, и очень приятная консистенция самого мяса. Это не резина, как часто с ракушками бывает, но они зачем-то опять пересолили. Как и говядину, как и вот эту рыбу первую. У них все пересолено почему-то. А ты вроде как любитель соли до этого был-то, нет? Ну да. Соли, да, но никогда это пересолено. Ну, вы знаете, пересол значит любовь. И в данном случае я считаю, что это правда, потому что, пересол небольшой. Ну, закажи еще плошечку риса, закажи себе напиток, и у тебя этот пересол исчезнет. В данном случае просто повар очень нас любит. Это классно и здорово. Отличное блюдо. На мой взгляд, данная кафешка интересна не просто наличием аквариумов или еще чем-то, а именно небольшим разнообразием среди той статистики обычных блюд, которые здесь присутствуют практически во всех кафешках. Здесь немножко отличается, по крайней мере, раз, два, три необычных блюда мы здесь съели, и мне это очень нравится. А вот последние ракушки, которые были в этом соусе, они мне даже, скажем так, привнесли небольшой сюрприз в мою обыденность. Мне здесь действительно понравилось. Это было классно, это было здорово, поэтому с удовольствием эта штука будет занимать мое место в картах. Поэтому не забывайте, что помимо того, что всегда присутствует точка посещенных мест, есть также еще и карта посещенных мест. Допустим, вы приехали во Вьетнам, конечно же, вы связались со мной, и я вам все здесь устроил. Байки, экскурсии, аренду жилья и прочее, и прочее. Но вы можете найти свое жилье, а вокруг вас будут ролики, и вы можете прекрасно посмотреть, а что там, а что здесь. Поэтому это очень удобно и здорово. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. А чё нет этого самого? Ни воды никакой, ни этих. Как вот мне отсоединить теперь? Острота здесь не запредельная. Меня, Рома, ты больше сбил своей реакцией, чем этот звонок. Не фурычит. Меняйте нам баллон.